Профессор Грэм был известен как непримиримый скептик. Его острый ум и бескомпромиссная критика религии собирали вокруг него множество слушателей. «Вера – это иллюзия для слабых», – любил он повторять. Студенты восхищались его логикой, а коллеги уважали за способность разрушать любые догмы без колебаний. В тот вечер профессор Грэм выступал на открытой лекции в большом зале. Люди внимательно слушали его резкие аргументы, его уверенные заявления. Среди всех этих лиц в первом ряду сидел старик по имени Хасан с белой бородой, одетый в простую, но чистую одежду. Это был человек, чья вера была тиха, но крепка. Когда профессор завершил свое выступление, старик медленно поднялся и подошел к нему. С мягкой улыбкой и бесконечным спокойствием он сказал: «Ассаляму алейкум, профессор. Вы много знаете, но мало понимаете. Если будет на то воля Аллаха, я отвечу на все ваши вопросы, если и вы позволите мне задать свои. Пусть это будет здесь, на глазах у всех». Профессор из любопытства и желания доказать свою правоту согласился. Присутствующие внимательно следили за происходящим, и в зале повисла напряженная тишина. Кто-то полагал, что старик окажется очередным наивным верующим, которого профессор быстро разобьет своими доводами. Другие надеялись увидеть редкое зрелище – столкновение ума и мудрости. Старик не торопился. Он спокойно посмотрел на профессора и спросил: «Вы утверждаете, что вера в Аллаха – это иллюзия для слабых, и что только видимое и доказуемое заслуживает доверия?» Профессор, уверенный в своей правоте, сказал: «Да, я уверен в этом. Как можно верить в Аллаха, которого никто никогда не видел? Разве вера без доказательств не то же самое, что воображение?» Старик взглянул на аудиторию, которая внимательно следила за их беседой, и снова обратился к профессору. «Тогда позвольте спросить вас кое о чем. Вы когда-нибудь чувствовали боль? Можете ли вы ее показать? Мы переживаем любовь, страх, радость или вину за свои поступки. Эти чувства невидимы, но мы не сомневаемся в их существовании, потому что ощущаем их». Он на мгновение замолчал, а затем продолжил: «Мы чувствуем ветер на своем лице, вдыхаем воздух, которого не можем увидеть. Мы не видим Аллаха глазами, но Его присутствие ощущается повсюду, как ветер, как боль, как страх или радость. Их нельзя увидеть, но можно почувствовать». Профессор, привыкший всегда выходить победителем из любых дебатов, не ожидал, что старик сможет выдвинуть такие простые и одновременно глубокие доводы. Если Аллах управляет всем и знает все, почему тогда люди несут ответственность за свои поступки, за свои грехи и преступления? Разве не Аллах создает их действия? С вызовом спросил профессор. Старик, сохраняя свое спокойствие, ответил: «Аллах дает нам свободу выбора. Именно это делает нас ответственными. Каждый из нас оказывается перед выбором, и каждый шаг – наше собственное решение. Но Аллах знает, к чему приведет каждый из них. Знание Аллаха о наших поступках не ограничивает нашу свободу их совершать». Старик задумчиво посмотрел на профессора и привел пример из жизни, чтобы его мысль стала понятнее для всех присутствующих. Представьте художника, стоящего перед чистым холстом. У него есть краски, кисти и свобода выбора. Он может создать любую картину. Холст и краски были ему даны, но именно он решает, что изобразить. Аллах дал нам жизнь и способности, но то, что мы изобразим на своем жизненном холсте, зависит только от нас. Профессор усмехнулся, не желая, чтобы этот пример показался убедительным. Но художник все равно ограничен рамками холста и красками, которые ему дали. Это не свобода, а просто выбор в ограниченных условиях. Старик кивнул, словно ожидал этого возражения, и снова заговорил: «Хорошо, тогда представьте учителя, который раздает своим ученикам экзаменационные листы. Учитель знает ответы на все вопросы, ведь именно он обучал своих учеников. Но на экзамене ученики пишут сами. Они сами выбирают, что ответить, как решить задачу.
Знания учителя не мешают им совершать ошибки или показывать свои способности. Так и Аллах знает наши возможности и наши поступки, но не лишает нас свободы их совершать. Профессор, уверенный в своей правоте, думал запутать старика своими вопросами. Если Аллах действительно милосерден, как вы утверждаете, почему тогда существуют страдания? Почему умирают дети? Почему неизлечимые болезни мучают невинных? С вызовом спросил он. Старик спокойным голосом ответил: этот мир никогда не был предназначен для рая. Испытание – это не наказание, а возможность для роста. Подумайте о тренере, который заставляет своих учеников ежедневно тренироваться. Боль в мышцах, усталость и пот – это не наказание, а путь к силе. Только преодолевая трудности, спортсмен становится чемпионом. Или представьте садовника, который подрезает ветви дерева. Для дерева это больно, но садовник знает, что без этой обрезки оно не даст плодов. Так и наши страдания – это не кара, а забота. Они помогают нам расти и приносить плоды мудрости. Профессор решил атаковать еще сильнее. Как можно верить в загробную жизнь, если ее никто не видел? Разве это не просто выдумка, созданная для утешения слабых? Старик с легкой улыбкой на лице спросил: «Вы помните свое рождение?» Профессор на мгновение замялся. «Конечно, нет». «Но вы уверены, что родились?» – продолжил старик. Профессор кивнул, не находя возражений. «Так и загробная жизнь», – продолжил старик. «То, что мы ее не видели и не помним, не значит, что ее нет. Мы доверяем многим вещам, которых не видим – времени, воздуху, собственной памяти. Мы верим в то, что реальность не ограничена только тем, что попадает в поле нашего зрения. Когда ночь сменяется утром, солнце скрывается за горизонтом. Но это не значит, что его больше нет. Мы знаем, что оно вернется. Так и загробная жизнь – это не конец, а начало следующего дня». Профессор, чувствуя, что теряет контроль над разговором, решил задать последний, самый важный вопрос. Если Аллах так могущественен, почему Он остается скрытым? Почему не покажет себя всем, чтобы люди уверовали без сомнений? Старик спокойным, но уверенным голосом: «Потому что вера без выбора – это не вера, а принуждение». Он на мгновение посмотрел на аудиторию и продолжил. Представьте море, покрытое густым туманом. Корабль плывет в неизвестность, и капитан не видит берегов, но компас указывает путь. Туман не означает, что земли нет. Это испытание для тех, кто доверяет своему направлению. Старик продолжил после короткой паузы. Так и Аллах. Его скрытность – это туман на нашем жизненном пути. Он дает нам компас разума, сердца и совести. Мы можем искать истину или отвернуться. Но если бы Он показал себя всем сразу, выбор исчез бы. Мы бы не верили, а просто подчинялись. Он дает нам свободу выбора. Только в этой свободе и рождается настоящая вера. Зал затих, словно задержав дыхание. И только тихий голос в толпе прошептал: «Субханаллах». Это больше не было просто диспутом. Это было путешествие вглубь сознания, где каждый вопрос оставлял не только профессора, но и слушателей задуматься. Истина не всегда кричит, иногда она шепчет, и только те, кто готовы слушать, слышат ее. Старик Хасан не просто выиграл диспут, он открыл дверь в сердца тех, кто слушал. Но сможет ли каждый из нас услышать истину, когда она постучит в наше сердце?